наверное, сейчас слышите, но вот презентация чего-то у меня сорвалась. Ага, все хорошо. Сейчас еще, извините, технические такие неполадки. Значит, вот фармпрепараты. Они решают отдельную изолированную задачу по Да, почему-то пропадает постоянно, то есть включается связь, и не могу понять, в чем дело. Значит, фармпрепарат, он решает отдельную изолированную задачу. Что за ебаная хата в поломанном зале? Слышите? Хорошо. Значит, вот вы видите свойства цифрола 5. На слайде там изображены. Да, так вот я рассказывала про то, каким образом, скажем так, действуют свободные радикалы, если они попадают в ядро клетки, где хранится информация о делении клетки. Тогда клетка начинает неправильно делиться, и это лежит в одной из механизмов развития онкопатологии. Так вот, существуют вещества антиоксиданты, скажем так, быстрого действия. Это витамины А, Е, С и минералы селен и С. Они захватывают свободные радикалы. Но есть антиоксиданты медленного действия, которые обезвреживают их. Это биофлавоноиды всех растений. И вот в комплексе цифрол-5 таким образом скомпонованы антиоксиданты быстрого действия, которые захватывают свободные радикалы, и медленного действия, которые обезвреживают и освобождают антиоксиданты быстрого действия. И такой цепочечный механизм действия увеличивает продолжительность действия цифрола-5 до 24 часов в сутки по антиоксидантному действию. Это очень значимый результат. Для сравнения, например, в медицине используется витамин С, в стандартном лечении любых воспалительных заболеваний выкапывает витамин С, и вот его период выведения 2-4 часа. Можете себе представить, сколько раз нужно вводить этот витамин С, это где-то 8-12 раз. Нужно вводить витамин С для того, чтобы обеспечить антиоксидантное действие. В комплексе с каркасными таблетками входит наносорбент гутавива, живая капля, который состоит из наночастиц диоксида кремния и растворимых пищевых волокон. Он идеально подготавливает поверхность желудочно-кишечного тракта для усвоения биологически активных веществ, которые находятся в таблетке основного комплекса. Поэтому наносорбент нужно принимать за 30-40 минут. Честно говоря, это какое-то безобразие, ребята, я не знаю. Почему-то все время срывается связь, вот, и приходится работать в таком авральном режиме. Значит, наносорбент гутавива имеет такие функции. Он выводит продукты нарушенного обмена веществ, мгновенно нейтрализует токсины и очищает организм на клеточном и межклеточном уровне.
должны понять, что этот сорбент является в основном не препаратом, который очищает кишечник. Он обладает очень сильной сорбционной способностью. То есть он тянет на себя через стенку кишечника, в просвет кишечника, различные шлаки, токсины, свободные соли тяжелых металлов. То есть он является очень хорошим детоксикатором. Не знаю, я по новой вошла в комнату, не знаю, как это получится. Может быть, это повлияет на то, чтобы... Вы меня хорошо слышите? Хорошо. Будем надеяться, что больше это не повторится. И теперь вслушайтесь внимательно в то, что я сейчас скажу по наносорбенту. 1 грамм наносорбента гутавина способны очистить 1,5 квадратных километра поверхности кишечника. То есть это площадь футбольного поля. Растворимые пищевые волокна стимулируют местный иммунитет кишечника и улучшают его перистальтику. И является питанием для лактобифидобактерий. Как вы знаете, существует 6 элитных биологически активных комплексов, каждый из которых воздействует на улучшение работы определенной системы организма. Вот смотрите, элитный комплекс Кордис, он работает на улучшение работы и питания, и кровоснабжения сердечно-сосудистой системы. София – это поддержка жизнедеятельности и функционирования головного мозга. Энергия – это восполнение и мобилизация энергетических ресурсов и повышение качества жизни. Визус – это служит для защиты и поддержки органа зрения. Сфере – для защиты и полноценного функционирования состояния органов дыхания. И Виктория – это комплексная поддержка, защиты и восстановления зрительной ткани. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на общие для всех элитных комплексов эффекты. Первое. Они улучшают приток крови по артериям, органам, благодаря своему воздействию на артериальную стену. Второе. Нормализует венозный отток крови. Третье. Улучшают периологические свойства крови, то есть разжижают кровь. И таким образом улучшается микроциркуляция. Четвертое. Цифрол-5 обеспечивает 24-часовую защиту организма от разрушительного действия свободных радикалов. Как вы думаете, как будут чувствовать себя наши органы, которым нормально протекает кровь, богатая кислородными питательными веществами, нормально оттекает кровь по венам с углекислым газом и продуктами жизнедеятельности. Кровь жидкая, текучая, легко протекает по сосудам, и комплекс ЦФРО-5 – это, скажем так, остановка старения организма. Ну, конечно, наши органы будут чувствовать себя замечательно и хорошо работать. Компания Арт Лайф выпустила VIP-препараты в 2006 году. И вот я практически сразу влюбилась в эти интеллектуальные, умные таблетки и стала рекомендовать их своим близким, партнерам своей структуры, пациентам. И сейчас я хочу рассказать вам о результатах применения элитных биологически активных комплексов. Биологически активный комплекс «Энергия» оптимизирует использование энергии и служит для восполнения энергетических ресурсов организма. Он очень хорошо применяется при синдроме усталости, при синдроме менеджера. Только в этом комплексе, в каркасе таблетки, содержится не 100 мг цифрола-5 антиоксидантного комплекса, а 200 мг этого антиоксиданта.
И вот, кстати, с выпуском элитных комплексов компания Арт Лайф начала проводить клинические испытания, доказывающие эффективность действия препарата. Обычно клинические испытания проводят, чтобы доказать эффективность лекарственных препаратов. А тут не лекарство. Это говорит об уверенности компании в результате действия и дает возможность пройти добровольную сертификацию этих препаратов. И вот уже все препараты компании Арт Лайф, выпускающиеся после 2006 года, проходят клинические исследования. Я хочу привести вам результат, полученные в ходе клинического исследования приема комплекса «Энергия», который проводила компания в ходе исследования. И этот результат восхитительный. Вы знаете, Наталья Владимировна Шилова, научный консультант компании, когда проводила презентацию этих комплексов, она, кстати, руководила клиническими исследованиями, вот рассказывала, каким же образом доказать эффективность антиоксидантной защиты вот инструментальными методами исследования. И вот оказалось, что это можно сделать с помощью такого метода, как РЭМ-энцефалография. То есть это как бы электрокардиографическая запись сосудов мозга, сосудов, которые протекают в мозг. То есть каким образом кровоснабжение мозга происходит. И вот это сложно этот метод. И вот была контрольная группа, да, в которых было 86% нарушений кровоснабжения мозга. И те люди, которые, опытная группа, которые принимали энергию, у них было 83% нарушения микроциркуляции, то есть кровоснабжения. Через 3 недели, вы слушайте, срок, 3 недели, в контрольной группе, которая принимала поливитаминный препарат, который продается в аптеках, у них улучшилась микроциркуляция до 63%. А вот те люди, которые принимали энергию, у них улучшилась микроциркуляция практически в 2 раза и уменьшилась до 44%. Это очень значимый результат. Можно было таким образом исследовать и сосуды, улучшение кровоснабжения сосудов мозга, если бы это, скажем так, догадались сделать. Биологически активный комплекс энергии принимали по моей рекомендации 14 человек, 6 мужчин и 8 женщин, в возрасте от 24 до 55 лет. Все отметили на второй неделе приема повышение работоспособности, стрессоустойчивости и улучшение настроения. Одна из женщин вот так описала свой результат. Раньше я приходила с работы еле живая и валилась с ног от усталости. А сейчас после работы все переделаю по дому и думаю, что бы еще сделать. Теперь с детьми и мужем стало нормально общаться, а не гавкать. Один из мужчин, к сожалению, второй, после двухмесячного... Нет, что-то природа нам мешает. Вообще, на Представляете, собирается гроза, может быть, пойдет. Так вот, мужчина, к сожалению, второй степени после двухмесячного курса приема потерял в весе 6 килограмм. То есть произошла нормализация обмена веществ под действием комплекса энергии. Элитный комплекс «София» предназначен для комплексного решения проблем нарушений функций центральной нервной системы и головного мозга. Хочу обратить ваше внимание на то, что в состав этого комплекса, если вы внимательно смотрели его состав, входят растительные экстракты как бы обратного друг другу действия. Например, лимонник китайский и гинкобелома активизируют работу мозга, а валериана и пустырник приводят к торможению нервной деятельности. В данном случае как раз и прослеживается механизм действия каркасной таблетки. Активизирующие вещества выделяются в первой половине дня, а тормозящие во второй половине дня и ночью. Поэтому
принимать только утром. Можно 2 таблетки даже утром или 1. И вот разработчики Софии в клинических исследованиях в течение 3 недель в условиях клинических испытаний на добровольцах старше 65 лет показали высокую эффективность в отношении нормализации мыслительных процессов. Под влиянием этого комплекса происходило достоверное снижение времени, затрачиваемого на испытуемых для выполнения теста на запоминание. С 48 секунд до 42 секунд. До 42 секунд. Знаете, просто вот так эти цифры вам ничего не будут говорить. Но если вы представите, что собеседник вам задает простой вопрос, а вы отвечаете не сразу, а лишь через 6 секунд. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как вы думаете, что может подумать собеседник о вас, и как вы будете сами себя чувствовать? А ведь бывают ситуации в жизни, когда нужно быстро принимать решения, и от этого зависит жизнь, может быть, близких вам людей. Или кроме того, по данным электроэнцефалографии, в результате приема биологически активного комплекса София увеличилось количество альфа-волн. Ага, включите презентацию. Понятно. Ну ладно, я тогда... Хорошо, я не буду пока включать презентацию. Пока можно говорить. Но тогда, когда будут таблицы, я попробую все-таки включить ее. И вот в результате приема комплекса София увеличилось количество альфа-волн, которые регистрируются преимущественно при работе здорового мозга. Но при патологии регистрируются бета и гамма-волны. И вот это увеличение альфа-волн является доказательством того, что София нормализует питание тканей мозга и улучшает мозговое кровообращение. И это положительно сказывается на памяти и внимании. И вот биологический комплекс София принимали по моим рекомендациям 28 человек. 9 мужчин и 19 женщин в возрасте от 54 из них были острые нарушения мозгового кровообращения 7 человек, то есть это инсульт. Дискурсорные энцефалопатии 1-2 степени, то есть это нарушение работы мозга под действием сосудистых изменений. 13 человек и снижение памяти 8 человек. Группу больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения составили 3 человека с геморрагическим инсультом, 4 человека с ишемическим инсультом, которые принимали вместе с лекарственной терапией Софию по 2 таблетки после завтрака в течение 1-го месяца, а затем 1 таблетку в течение 2 месяцев. За этот период понять, в чем дело, технические неполадки какие-то. И вот те люди, у которых был геморрагический инсульт, то есть очень значимые органические поражения, в течение этого времени не произошло никаких различий между теми людьми, которые принимали только лекарственные препараты, и теми, кто добавлял к своему лечению Софию. Но зато у этих людей были хорошие, отдаленные последствия применения Софии. В течение года после инсульта у них не было повторного инсульта. А вот я хочу сказать о том, что повторный инсульт переживает только 20% больных. У пациентов, которые перенесли ишемический инсульт, отмечалась положительная динамика и восстанавливались все виды чувствительности и движения в пораженных конечностях. То есть был значимый результат. Остальные 21 человек
с дистурбаторными энцефалопатиями и снижением памяти отмечали хороший результат после курса приема в виде улучшения памяти и внимания, улучшения засыпания, уменьшения тревоги и беспокойства, уменьшения антидепрессивного эффекта. А вот, кстати, вот именно синдром повышенной тревоги и депрессивный эффект, это чаще проявляется у пожилых людей, именно женщин. Снижалась метеочувствительность, и при повышенном артериальном давлении стабилизировался уровень артериального давления. Биологически активный комплекс «Викторию» принимало 26 человек. Этот комплекс оказывает полноценную поддержку защиты восстановления соединительной ткани и сохраняет естественную красоту, молодость и здоровье. Из этих 26 человек 22 женщины и 4 мужчин в возрасте от 25 до 72 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Принимали его после курса приема Джонфлекса. В целях улучшения эти женщины принимали также и внешнего вида. Все отмечали удобство приема, возможность уменьшать дозировку от кальцимакса до одной капсулы, и не было необходимости дополнительно принимать сосудистые препараты. Но обращали на себя внимание дополнительные побочные эффекты, в кавычках побочные. Через месяц от начала приема биологически активного комплекса «Виктория» на лице разглаживались мелкие морщины, то есть женщины становились моложе на несколько лет. Через 2 месяца приема подтягивалась передняя брюшная стенка, и объем талии уменьшался в среднем на 4 см. Также отмечалось усиление эффекта уменьшения объемов тела при сочетанном приеме «Виктории» и HB-контроль. Биологически активный комплекс «Кордис», конечно, направлен на стабилизацию и лечение сердечно-сосудистой системы. И вот мы, конечно, дошли до него, но я хотела рассказать вам о том, что есть и другие комплексы, которые оказывают тоже положительные эффекты на организм. Кордис активизирует обменные процессы в сердечной мышце и улучшает работу сердца. Клиническая апробация активного комплекса Кордис у пациентов с ишемической болезнью сердца показала, что его включение в традиционную схему терапии приводит к достоверному снижению уровня холестерина и триглицеридов. Прием 2 таблеток Кордиса в течение 3 недель, представляете, позволил добиться уменьшения количества ЭКГ признаков нарушения ритма постинфарктных больных. Вообще комплекс Кордис, он проходил исследования на больных, которые перенесли инфаркт. Скажем, они первых несколько дней находились в кардиореанимации, потом переводились в палату кардиологического отделения и начинали добавлять комплекс Кордис к традиционной терапии инфаркта. И вот у них уменьшился процент нарушений ритма по сравнению с контрольной группой, которая принимала только лекарственную терапию. Вот дальше, конечно, мне нужно включить презентацию. Попробую еще раз. Потому что начинаются, собственно говоря, очень важные доказательства эффективности Кордиса. Сейчас загружаются слайды. Получается презентацию загрузить сразу, почему не говорит все. Значит, скажем так, у тех людей, которые принимали комплекс Кордис, у них произошло уменьшение нарушения ритма в 2 раза по сравнению с контрольной группой, которая не принимала
принимали Кордис, у них произошло улучшение нарушения ритма в 1,5 раза. Это очень значимый результат, потому что 60% случаев именно аритмии являются причиной внезапной смерти. Вообще и после инфаркта миокарда. Комплекс Кордис принимали 84 человека. То есть это очень большая группа людей. 52 мужчины и 32 женщины. В возрасте от 31 года до 86 лет. Которые распределились по нозологии следующим образом. Нарушение ритма 17 человек. С пороками сердца 12 человек. Стенокардия напряжения 20 человек. Острый инфаркт миокарда 6 человек. Хроническая сердечная недостаточность 3-4 из последних классов функциональных 11 человек. Дилатационная кардиомиопатия 2 человека, это так называемый высший сердце. Не знаю, как дальше работать без презентации. Нарушение сердечного ритма, связанное с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы, нормализовались в течение 2 месяцев приема Кордиса. То есть после одного курса препарата. Ну, скажем, нейроциркуляторная дистония или какие-то электролитные нарушения были у человека. В случае нарушения ритма, которые связаны с органической, с необратимой природой заболевания сердца, добавление биологически активного комплекса Кордис, поддерживающей лекарственной терапии, приводило к стабилизации состояния. В одних случаях уменьшалась доза лекарственных препаратов, это очень значимо, в принципе, потому что лекарственные препараты имеют сердечный побочный эффект. И в других случаях профилактика приступов пароксизмов тахистолии, то есть учащения пульса, ритма. Следующая группа пациентов сердечных, это были пациенты с пороками сердца. Вы знаете, это люди, скажем так, с очень тяжелой патологией. Почему? Потому что пороки сердца. Я вот хотела спросить ведущих, что мне делать, мне постоянно сбрасывает с конференции. Вот. Дальше у меня начинается презентация, в принципе, как бы все в таблицах, в слайдах. И я даже не знаю, что делать. Так вот, пациенты с пороками сердца распределились по виду порока следующим образом. Недостаточность аортального клапана 2-3 степени 2 человека. Недостаточность митрального клапана 2-3 степени 10 человек. Недостаточность клапана легочной артерии, то есть клапана, который ведет от сердца к легким, 7 человек. Дело в том, что вот у меня в презентации был рисунок строения сердца в разрезе, и на котором было видно, что сердце состоит как бы из 4 отделов и сосудов, которые входят в сердце и выходят из сердца. И вот скажем так, что эти клапаны служат для того, чтобы пропускать кровь только в одном направлении. Пропустив кровь из одного отдела в другой, они должны закрыться и не пропускать кровь обратно. То есть не должно быть обратного тока крови. Я хотела бы, чтобы вы поставили плюсики. Слышите вы меня или нет? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Хорошо. Значит, клапаны служат для того, чтобы пропускать кровь, а обратно ее не пропускать. И вот когда клапаны пропускают кровь обратно, то есть выворачиваются, это говорит о недостаточности клапана. И вот если недостаточность клапана первой степени, это значит возвращается 25% крови. Если второй степени,
60%. То есть половина крови, которая вошла, обратно возвращается. Третья степень это 75%. И четвертая степень это последняя степень, скажем, практически сердце стоит на месте, не работает насос. И вот вы видите, что в принципе были достаточно значимые нарушения на клапанном аппарате. То есть возврат крови составлял от 50 до 75%. И вот оказалось, что у всех без исключения пациентов по результатам контрольной эхокардиографии, эхокардиография это УЗИ сердца, которая дает четкие математические цифры размера, объема, процентов выброса и возврата крови. То есть это не слова просто субъективные, а это четко просчитанные математические формулы. Это очень значимое объективное доказательство. И вот оказалось, что у всех без исключения пациентов через 2 месяца приема Кордиса, вместе, естественно, с лекарственной терапией, уменьшилась степень возврата крови на клапанах на 1 степень. Это значит, уменьшение возврата крови произошло на 25%. Также увеличилась фракция изгнания крови, то есть количество крови, которое выбрасывает, например, желудочек в аорту. Уменьшилась дилатация камер сердца. Дилатация это когда, скажем, большая нагрузка идет на, допустим, на левый желудочек или левое предсердие, и они начинают раздуваться, увеличиваться в объеме. И вот как это проявилось улучшение субъективно у людей? Одышка уменьшилась на 1 степень. То есть, скажем, если человек проходил 100 метров, и у него появлялась одышка, через 2 месяца после приема Кордиса он мог пройти 500 метров. Если он поднимался на 1 этаж по лестнице, то он через 2 месяца мог подниматься на 1 этаж больше, на 2. Вы понимаете? Если человек мог проходить по комнате только, у него появлялась одышка, он мог уже потом выходить через 2 месяца на улицу и хотя бы просто дышать свежим воздухом, гулять по улице. То есть уменьшалась, скажем так, одышка и повышалась толерантность физической нагрузки, то есть восприимчивость физической нагрузки увеличивалась. Можно было больше сделать, чем до этого, физически. И это происходило всего лишь за 2 месяца. И это очень значимый результат. И вот это и есть как раз улучшение качества жизни, к которому так стремится официальная медицина. Дальше мое выступление, конечно, идет по слайдам, в которых слайды – это результаты эхокардиографии людей с определенной патологией и точными цифрами, доказательствами, как это работает. Я вот не знаю, хочу все-таки у ведущих спросить, у Оксаны, например, что мне делать, попробовать еще раз включить презентацию. Давайте попробуем еще раз. Если не получится, значит я буду рассказывать так, как есть. Да, погода мешает. Я говорю, вот у нас гроза собирается, поэтому таким образом. Ну попробую еще раз, последний раз включить презентацию. Смотрите, какие, скажем, группы нозологически принимали Кордис. И дальше строение сердца я вам показывала, да? Мы уже проговорили. И теперь дальше. Так.
элитная 67 лет. 4 колоночки показателей, да, норма, вот ее, скажем, результат. Одна колонка и следующая через 2 месяца. Значит, больная принимала в течение 2 месяцев Кордис, диагноз, слушайте, комбинированный порог сердца, стеноз первой степени и недостаточность третьей степени аортального и митрального клапана. То есть 2 клапана поражены, и практически 75% крови возвращалось обратно к легким. Хроническая сердечная недостаточность 3-й стадии 4-го функционального класса, то есть это последняя стадия сердечной недостаточности. И вот посмотрите, что произошло через 2 месяца. Нормализовались размеры левого желудочка, значит, практически нормализовались объемы левого желудочка. Объем — это когда кровь заходит в левый желудочек, и дальше меряют, сколько там крови до того, как она выбрасывает в аорту. Это вот диастолический объем левого желудочка, и количество крови, например, когда она уже выбросила в аорту, сколько осталось крови. Это систолический объем левого желудочка. Дальше нормализовался ударный объем, фракция изгнания увеличилась, по сравнению было 44%, стало 47%. И вот смотрите, недостаточности на всех клапанах уменьшились на 1 степень. Вот даже аортальный клапан — это самое тяжелое поражение из клапанов, это именно аортальный клапан. Поражение аортального клапана чем опасно? Тем, что оно протекает без симптомов. И вдруг резко, уже тогда, когда начинается декомпенсация, проявляется клиника, появляется резкая одышка. И вот если в этот момент человек не сделает операцию и не заменит клапан, то очень быстро он умирает. В течение 3-5 лет. Представляете, как это грозное осложнение патологии. Вот. И дальше, я не знаю, в чем слайд полностью виден, чуть уменьшу. Среднее давление в легочной артерии было, норма не более 19 мм ртутного столба, а было вот там 47 и стало 41. Хорошо, да? Так, следующий слайд. Еще один показательный случай применения Кордиса, но вот уже мужчины среднего возраста 55 лет. Он принимал Кордис курсами, и всего 5 курсов он принял Кордиса. 2 месяца принимал, 2 месяца перерыв. 2 месяца принимал, 2 месяца перерыв. Диагноз: ревматизм, неактивная фаза, недостаточность митрального клапана 2-й степени. То есть 50% крови возвращалось из левого желудочка в левое предсердие. Возвращалось к легким. Сердечная недостаточность у нее и повышение давления в легочной артерии. И вот этот человек, собственно, обратился ко мне, молодой человек, обратился с тем, что у него возникала одышка, он работает, что он шел на работу, останавливался через каждые 100 минут, потому что возникала одышка. И вы видите, что в течение, скажем так, 1,5 лет есть результаты уменьшения, нормализации произошла размеров левого желудочка, практически нормализация объемов левого желудочка, вот, ударного объема, фракции изгнания и нормализация, то есть исчезновение, скажем так, недостаточности на митральном клапане, на клапане легочной артерии и нормализация давления в легочной артерии. Когда этот показатель, среднее давление в легочной артерии, это как раз говорит о степени одышки. Вот. Вы видите, как прекращаются наблюдения. Этот человек является клиентом компании, он продолжает принимать Кордис, вот, но, видите, уже практически год прошел, он ко мне, в смысле, не нуждается в госпитализации. То есть он хорошо себя чувствует. Он едет и проезжает на велосипеде 12 километров. Он ходит пешком на рыбалку, на охоту и так далее. То есть, принимая даже курсы Кордиса, ему не нужно обращаться к врачу для госпитализации. Не просто перезванивать и разговаривать по телефону. В группе больных со стенокардией напряжения, то есть это когда возникает боль в сердце при нагрузке,
Через 2 месяца приема Кордиса уменьшился функциональный класс инокардии на 1 степень. И повысилась переносимость физической нагрузки. Уменьшилась потребность в нитроглицерине и нитратах. Что значит 1 степень функционального класса инокардии? Но это вот то же самое, что было при сердечной недостаточности в функциональном классе, только тогда появлялась одышка, а здесь появляется боль в сердце. 100 метров проходил, через 2 месяца 500 может проходить без боли в сердце. Не нужно ему принимать постоянно нитроглицерин по делать правильно. Понимаете, это очень важно. Это именно улучшение качества жизни. У больных с острым инфарктом миокарда, которые начали принимать Кордис со 2-3 дня болезни, вот моя группа, не было ранних и поздних осложнений заболевания. То есть в это время происходит значимое нарушение ритма и постинфарктная стенокардия. Именно эти осложнения чаще всего приводят к смертности, повышению смертности больных инфарктников. И в некоторых случаях происходило более быстрое восстановление зоны повреждения и ишемии миокарда. Ну, вот понимаете, что такое инфаркт? Это когда прекращается кровоток определенной зоны мышцы сердца, она погибает, клетки этой части погибают, возникает некроз, но вокруг них, как бы полукругом, находятся клетки, которые находятся в состоянии повреждения и ишемии. То есть они не знают, куда им пойти, умереть или остаться живым. И вот Кордис как раз делает таким образом, что эти клетки восстанавливаются, и зона повреждения уменьшается. Это в будущем уменьшает степень сердечной недостаточности. Давайте посмотрим следующий слайд. Сейчас вы видите очень интересные вещи. Вот на этом слайде больной с инфарктом миокарда, 51 год, который принимал в течение 2 месяцев Кордис. Инфаркт миокарда у него был 22.03.10 года, то есть на 3-й день он начал принимать Кордис. Вот смотрите, что произошло даже меньше, чем через 2 месяца. У него, я тут привела только те показатели, которые изменялись. Те, которые были нормальные, я их сюда не ввела, чтобы таблицу увеличить. Значит, что? Нормализовался объем левого желудочка, так, ударный объем нормализовался, и фракция знания стала больше. То есть, когда происходит некроз определенной части мышцы сердца, сократительная способность миокарда уменьшается. У пациента вес небольшой, сейчас я скажу сколько, ну как небольшой, около 80 килограмм. Вот. И вот посмотрите, самое, собственно говоря, достоверное доказательство перенесенного инфаркта миокарда, или имеющегося инфаркта миокарда, это не ЭКГ признаки сейчас, а это наличие на эхокардиографии участков или снижения, сокращения, или отсутствие сокращения стеночки левого желудочка. И вот посмотрите, что произошло. Было 3 участка, да? И через 2 месяца остался только 1 участок поражения. Это очень значимо. То есть это, собственно говоря, профилактика тяжелой сердечной недостаточности у пациента и инвалидности. У больных с гипертонической болезнью 2-3 стадии, которые добавляли прием Кордиса к поддерживающей лекарственной терапии, через месяц после начала приема стабилизировались цифры артериального давления до нормальных через месяц. А у 7 пациентов дозировку лекарственной терапии пришлось уменьшить. То есть они мне звонят и говорят: Мила Геннадьевна, у меня давление 110 на 70, что мне делать? И вот мы 2 препарата уменьшали одних препаратов, потом приходили других уменьшали препаратов и так далее. То есть это, в принципе, очень хороший результат. На следующем слайде вы видите результат, сейчас вы видите результаты больного
брахисистолии, то есть нарушение ритма. Хроническая сердечная недостаточность, второй А стадии, третий функциональный БАД. Гипертоническая болезнь второй стадии. Риск сердечно-сосудистых осложнений высокий. И сахарный диабет второго типа продолжительностью более 10 лет. И вот посмотрите, что произошло через 1,5 года. То же самое, нормализовались размеры, диастолический объем левого желудочка нормализовался, скажем так, систолический, нет, наоборот, увеличился ударный объем. Нормализовалась вот эта очень значимая фракция знания. А что такое фракция знания? Это то количество крови, которое должен выбросить левый желудочек в аорту. Он должен выбросить больше 50% имеющейся у него крови. Если он выбрасывает меньше, это говорит о степени сердечной недостаточности. И вот у него была недостаточность на клапанах, на артальном, на вентральном и на клапане легочной артерии. Видите, что даже на артальном клапане уменьшилась на одну степень и на клапане легочной артерии. И среднее давление в легочной артерии, ну, в общем-то, уменьшилось значимо. Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь относится к элементарно зависимому заболеванию. И в последние годы сердечно-сосудистые катастрофы возникают в более молодом возрасте. Сейчас инфаркты у молодых мужчин и мужчин среднего возраста уже не редкость. И смертность у них от инфаркта очень высокая. Поэтому лозунг «Берегите мужчин» сейчас как никогда актуален. Для профилактики этих грозных осложнений как раз и подходит наш курс. Также в результате собственных наблюдений я пришла к тому, все мужчины после 30 лет и женщины после 50 начинать прием элитных комплексов лучше с Кордиса. Почему-то эффективность приема последующих других комплексов становится выше после такого начала. При подготовке этого выступления я также планировала провести сравнительный экономический анализ элитных комплексов и подобных препаратов, которые выпускают другие производители. Презентация, в принципе, закончена, поэтому я буду говорить. Но вот оказалось, что сравнивать не с чем. Никто в мире не выпускает подобные препараты для таких технологий. Ну, например, возьмем для сравнения наносорбент Мутавин. Другие производители выпускают, например, обычный сорбент в лучшем случае из натуральных компонентов, состоящий из нерастворимых или растворимых пищевых волокон. Известный препарат из лактулозы тюфалак, производимый компанией Solvay Pharmaceuticals, стоит 325 рублей на 10 дней приема. Ну, это где-то 80 гривен. Мутавива является не только очищает кишечник, но она является и сорбентом, мы уже говорили, какие эффекты она оказывает на организм. И в данном случае некорректно сравнивать мутавиву и тюфалак. Ну, можно в данном случае только сравнить, скажем, там, фитосорбовид и тюфалак. То это большая разница. И также невозможно и некорректно сравнивать ни с чем и сами основные комплексы, выпускаемые по технологиям каркасной таблетки. У тех, кому я рекомендую элитные комплексы, не возникает вопросов по поводу цены препарата. Расскажите человеку о преимуществах. Покажите, что это курс на 2 месяца, что в 2 таблетках содержится все, что нужно для работы определенной системы организма и всех сосудов, что антиоксидантный комплекс цифром 5 замедляет механизм старения всех клеток организма. Я люблю приводить для сравнения понятные простым людям примеры. Элитные биологически активные комплексы и обычные биологически активные добавки можно сравнить как автомобили 2 различных классов. Ну, например, как «Жигули» первой модели и «Мерседес» 600. Чем они отличаются? Ну, понятно,
быстротой, удобством, комфортом. И создано для людей, которым некогда экономить. Еще я обратила внимание на такой факт. Ни с одним человеком, который принимал любые элитные комплексы, не случилась ни одна сердечно-сосудистая катастрофа, инсульт, инфаркт, тромбоэмболия. То есть эти препараты отлично подходят для профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которая стоит на первом месте в мире среди причин смертности. И эти препараты влияют на качество жизни. Вы знаете, мое выступление в начале лета, и будет жара, будет на этом фоне сгущение крови, будут магнитные бури и повышение солнечной активности. В конце концов, мы с тобой следим. Я призываю вас, возьмите один из этих комплексов. Конечно, если есть сердечно-сосудистая патология, то Кордис. Для своих близких и для себя. Просто для того, чтобы спасти вашим родителям жизнь. Это очень актуально. И мне легко работать с элитными комплексами, потому что я вижу их преимущества, доказанную эффективность и эти результаты. И в нашей семье их принимаю я, мой муж, наши дети и наши родители. И практически больше половины моей структуры. Желаю и вам порадовать свой организм и получить отличные результаты от приема